Друзья, всем привет! В своих комментариях вы часто задаете справедливый вопрос. Автор, в своих роликах ты как-то однобоко освещаешь события. Неужели аварии и катастрофы в те времена случались только с самолетами ВВС СССР? А что же там у них на Западе? Как же с этим обстояли дела в ВВС США и других вероятных противников Советского Союза? Друзья, буду с вами откровенен. И у них с безопасностью полетов было не все так радужно, как может показаться на первый взгляд. По мере развития военной авиации и новых видов вооружений, и в США случались инциденты, которые могли привести, а иногда и приводили к непоправимым последствиям. Сегодня мой ролик о катастрофах и авариях самолетов ВВС США с ядерным оружием на борту, которые обозначаются как Broken Arrow – сломанная стрела. Случайное событие, связанное с потерей ядерного оружия, которое не создает риска ядерной войны. Но прежде, в качестве предыстории, кратко и объективно о причинах возникновения холодной войны и ее последствиях. Есть главный риторический вопрос: кто же все это начал? После окончания Второй мировой войны отношения между бывшими союзниками по антигитлеровской коалиции СССР и США с Великобританией стали стремительно охладевать. Во время Потсдамской конференции в июле-августе 1945 года президент Гэри Трумэн намекнул Сталину о наличии у США атомной бомбы. А через 4 дня после завершения этой конференции, 6 и 9 августа 1945 года, США нанесли ядерный удар по японским городам Хиросима и Нагасаки, якобы для принуждения Японии к капитуляции во Второй мировой войне. Роль атомных бомбардировок в капитуляции Японии и их этическая оправданность до сих пор вызывают жаркие споры. Осенью 1945 года в США была начата разработка плана Totality, целью которого было нанесение ядерного удара по крупнейшим городам Советского Союза. Все это было воспринято в СССР не иначе как сигнал к началу гонки вооружений и стало причиной холодной войны между СССР и Западом. Соперничество между двумя сверхдержавами сопровождалось гонкой вооружений, как обычных, так и ядерных, периодически ставившей мир на порог Третьей мировой войны. В борьбе за гегемонию в мире столкнулись не только две идеологии – коммунистическая и капиталистическая, а также экономики противников. И позвольте вам напомнить, что финалом холодной войны стал распад СССР, экономика и идеология которого не выдержали противостояния с Западом. Итак, друзья, вернемся к инцидентам самолетов ВВС США с ядерным оружием на борту. За время холодной войны Министерство обороны США подтвердило 32 опасных инцидента с ядерным оружием. Долгое время эти данные были засекречены и стали известны широкой общественности лишь благодаря федеральному закону США о свободе информации от 5 июля 1967 года. Для Америки эпоха гласности началась именно тогда. По праву первенцем в череде этих аварий и катастроф является бомбардировщик Б-36, конвейер, он же миротворец. Б-36 были вовлечены в два подобных инцидента. Миротворец получил свое название благодаря сдерживающему фактору в отношении вероятного противника, так как стал первым в мире межконтинентальным бомбардировщиком. Максимальная дальность полета составляла около 16 тысяч километров, что позволяло самолету достигать территории потенциального противника, действуя при этом с авиабаз на территории США. Экипаж обычно состоял из 15 человек, размещался в двух герметичных кабинах в передней и задней части самолета. Так как большая дальность полета подразумевала долгие часы в воздухе и обычный тренировочный полет продолжался в среднем около 30 часов, конструкторы позаботились о комфорте для экипажа. В задней части фюзеляжа размещался отсек, в котором находилась кухня с плитой и холодильником, а также 6 коек для отдыха. Имелся и полноценный туалет. Так что на ведро, как в Ту-95, ходить не приходилось. Чуть позже, с целью увеличения скорости и максимального потолка, на самолет начали устанавливать 4 дополнительных реактивных двигателя, сделав Б-36 единственным серийным самолетом в истории авиации, который имел 10 двигателей. На то время самолет был чудом инженерной мысли. Правда, иногда это чудо падало. Итак, 13 февраля 1950 года Б-36 с атомной бомбой на борту вылетел с авиабазы на Аляске в Южную Калифорнию. В ходе выполнения задания экипаж должен был имитировать бомбовый удар по СССР, при этом производил учебное прицеливание по Сан-Франциско. Попутно проверялась готовность американских средств ПВО. Через 6 часов полета из-за обледенения карбюраторов начались неполадки с двигателями. Все дело в том, что самолет имел необычную компоновку двигателей с расположением винтов за крылом.
Ввиду конструктивного просчета карбюраторы располагались перед двигателями и не получали должного обогрева. Обогащенная смесь топлива вскоре воспламенилась, вызвав пожар двигателя. Сначала загорелся один, затем еще 3 двигателя. Командир оценил ситуацию как критическую, приказал экипажу приготовиться к покиданию самолета, сбросил атомную бомбу в море и направил самолет в сторону суши. Экипаж покинул самолет практически над береговой чертой. Самолет пролетел еще 200 миль на автопилоте и разбился на западе Канады в провинции Британская Колумбия. Через несколько дней 12 из 17 летчиков были найдены и спасены на суше. Остальные, вероятно, приводнились и погибли. Бомба лежит на дне моря и по сей день. 22 мая 1957 года второй Б-36 под командованием капитана Ричарда Мейера готовился совершить посадку на авиабазе Киртленд в штате Нью-Мексико. Бомбардировщик начал снижение, но неожиданно на высоте 500 метров, когда до аэродрома оставалось всего 7 километров, самолет сильно подбросило вверх. Капитан Мейер все еще пытался понять, что же произошло, как вдруг по внутренней связи прозвучало «Bombs away» – «Бомбы сброшены». В самолете повисла зловещая тишина. В тот день на борту этого Б-36 бомба была всего одна – термоядерная. Это была МК-17, самая большая водородная бомба, когда-либо стоявшая на вооружении ВВС США. Приближаясь к Киртленду, бомба в бомбоотсеке самопроизвольно упала на створки бомболюка и вместе с ними выпала из самолета. Парашюты бомбы раскрылись, но не полностью смягчили падение из-за малой высоты. Точка взрыва находилась примерно в 4,5 милях к югу от диспетчерской вышки Киртленда и в полумиле к западу от склада ядерного оружия Сандия. Фугасный заряд взорвался, полностью уничтожив бомбу и образовал воронку шириной 7 и глубиной 4 метра. Осколки и обломки были разбросаны на расстоянии 1 мили от места падения. Стопорный штифт механизма разблокировки не был удален перед посадкой. В то время стандартной процедурой было удаление стопорного штифта во время взлета и посадки для обеспечения возможности аварийного сброса оружия в случае необходимости. Радиологическое обследование местности выявило радиоактивность в месте взрыва в радиусе 1,5 мили. Операции по восстановлению и очистке местности от радиоактивного заражения проводились полевым командованием специального радиологического подразделения Вооруженных сил США. По утверждению военных, детонатор к бомбе в виде капсулы с плутонием находился на борту самолета, но капсула не была вставлена из соображений безопасности, благодаря чему ядерный взрыв стал невозможен. Причина инцидента – неисправность электрической части механизма сброса. Наш следующий герой Б-29 Super Fortress – летающая крепость. Четырехмоторный тяжелый бомбардировщик использовался Соединенными Штатами во время Второй мировой и Корейской войны. Был разработан для высотных стратегических бомбардировок. Печально известен тем, что Б-29 сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки и стал единственным самолетом, который когда-либо использовал ядерное оружие в военных операциях. Всего построено 3970 самолетов. В эксплуатации с 1944 по 1960 год. В настоящее время в США имеется 2 реально летающих самолета Б-29. В 1944 и 1945 годах 4 Б-29 совершили вынужденную посадку на советской территории после бомбардировок японской Манчжурии и Японии. Бомбардировщики не были возвращены США Советским Союзом, несмотря на американские просьбы. В 1947 году СССР КБ Туполева сделал точную нелицензионную копию самолета, которая известна под маркой Ту-4 и произвел 847 самолетов. Друзья, много ли вы знаете летающих на сегодняшний день самолетов Ту-4? 11 февраля 1950 года Б-29 вылетел из базы ВВС Киртленд в 21:38 и врезался в гору Манзана на юге США, штат Нью-Мексико, примерно через 3 минуты после взлета. Весь экипаж, 13 человек, погиб. В результате возгорания разлившегося топлива разрушилась внешняя оболочка бомбы при взрыве фугасного заряда. Радиоактивная часть при этом выдержала. К счастью, плутониевое ядро или капсула, которая по сути служила детонатором атомных бомб, не было установлено. По заявлениям военных, впоследствии в районе падения самолета не было выявлено никаких проблем с загрязнением окружающей среды. 13 июля 1950 года тяжелый бомбардировщик средней дальности Б-50 Super Fortress, выполнявший тренировочный полет, по неизвестной причине потерял управление и врезался в землю недалеко от города Лебанон. Погибло 16 членов экипажа. Повреждения бомбы не оказались критичными.
10 ноября 1950 года в районе Великих озер над рекой Святого Лаврентия у бомбардировщика Б-50, перевозившего атомную бомбу с территории Канады в США, вышел из строя двигатель. Опасаясь, что с бомбой на одном двигателе сесть не удастся, экипаж сбросил боеприпас, установив высоту его самоподрыва на 760 метров. Детонатор фугасной боевой части сработал штатно, и 45 кг радиоактивного урана упали в реку. Местным жителям района сообщили о применении учебных бомб и о том, что причин для беспокойства нет. Никаких очистительных мероприятий не проводилось, а ядерный характер аварии был признан только в 80-е годы. Бомбардировщики Б-47 были особенно невезучими в инцидентах с ядерным оружием на борту. Привожу некоторые из них. 10 марта 1956 года над Средиземным морем бесследно исчез бомбардировщик Б-47 «Стратоджет» с двумя атомными бомбами на борту. Всего в тот день с авиабазы МакДилл ВВС США во Флориде вылетело 4 борта на базу Бен-Герир в Марокко. Группа успешно пересекла Атлантику и дозаправилась в воздухе. Вторую дозаправку планировали над Средиземным морем. Бомбардировщики снижались в условиях сильной облачности. Когда видимость восстановилась, одного самолета в боевом порядке не оказалось. Пилот на связь не вышел. По последним известным координатам самолета отправили поисковые группы. В спасательной операции у Алжирского побережья участвовали военные Франции и Марокко. В район предполагаемого крушения прибыли корабли Королевского военно-морского флота Великобритании. Однако ничего не обнаружили. 3 члена экипажа бомбардировщика по-прежнему считаются пропавшими без вести. 31 января 1958 года на американской стратегической командной базе в Сиди-Силмейн, Марокко, бомбардировщик Б-47 выполнял имитацию взлета. На скорости 45 км в час задняя стойка шасси подломилась. От удара произошел разрыв одного из топливных баков и возгорание. Пожар потушили спустя 7 часов. Но на сей раз обычное взрывчатое вещество не взорвалось. На этот раз атомная бомба была в боевой, а не транспортной конфигурации. На месте катастрофы было обнаружено радиационное загрязнение. Властям Марокко тогда не сообщили об инциденте. О нем стало известно гораздо позже. 5 февраля 1958 года произошло столкновение бомбардировщика Б-47 и истребителя F-86 над островом Тайби над побережьем американского штата Джорджия, в результате которого истребитель потерял крыло, но пилот успешно катапультировался и остался в живых. У бомбардировщика были повреждены топливные баки и один из двигателей. Поврежденный Б-47 стал стремительно терять высоту. Чтобы спасти экипаж и самолет, а также обеспечить безопасное приземление на ближайшем аэродроме, командир Б-47 полковник Говард Ричардсон принял решение сбросить бомбу в болото на высоте 2200 метров. Взрыва не последовало. Б-47 успешно приземлился на авиабазе «Хантер» в Саванне. Никто из экипажа не пострадал. Поиски бомбы продолжались до середины апреля 1958 года. Бомба найдена не была. Не найдена она и до сих пор. По расчетам, она упала в мелководный залив Уоссо и увязла в грунте на глубине до 4,5 метров. По поводу снаряжения смертоносного груза поступали противоречивые данные. Джордж Говард, помощник министра обороны США, в отчете перед Конгрессом в 1966 году написал, что бомба, сброшенная около Тайби, содержала полностью собранную боеголовку с плутонием. В 2001 году ВВС США опубликовали официальный отчет об инциденте. В отчете утверждается, что бомба содержала 180 кг взрывчатки и неуказанное количество урана. Однако ядерной капсулы, необходимой для цепной реакции, в бомбе не было. Полет был учебным, и бомба была в транспортной конфигурации, и поэтому бомба не представляет серьезной опасности для местного населения. Отчет основан на документе, подписанном командиром Б-47 перед отлетом, в котором указано, что боевая ядерная капсула была заменена на учебную. 11 марта 1958 года в 16:34 бомбардировщик Boeing Б-47И «Стратоджет» 308-го бомбардировочного авиакрыла взлетел с авиабазы «Хантер» и взял курс на английскую авиабазу Брантингторп. На борту самолета находилась 30-килотонная атомная бомба МК-6 на случай вооруженного конфликта с Советским Союзом. Во время полета штурман Брюс Кулька по просьбе командира направился в бомбовый отсек для проверки предохранительной чеки бомбы, так как в кабине пилотов зажегся предупредительный световой сигнал неисправности фиксатора механизма сброса бомбы.
После безрезультатных поисков фиксатора он забрался на спусковое устройство для чрезвычайного сброса бомбы, чтобы рассмотреть его получше, и случайно привел его в действие. Трехтонная бомба проломила люк самолета и полетела к земле с высоты 4600 метров. Капитану Кульке чудом удалось остаться на борту. Взрыв фугасной части авиабомбы оставил воронку 20 метров в диаметре и 10 метров глубиной, и лишь по счастливой случайности никого не убил, а только ранил 6 человек, включая 3 детей. Кончился этот инцидент выплатой пострадавшим денежной компенсации от ВВС и извинениями от экипажа. Дальше все интереснее, друзья. Инциденты с Б-52. Сначала историческая справка о легендарном самолете, ведь он достоин внимания. Boeing B-52 Stratofortress – стратегический бомбардировщик компании Boeing, стоящий на вооружении ВВС США с 1955 года. Самолет пришел на смену бомбардировщику Б-36 «Миротворец». На дозвуковой скорости на высотах до 15 км он способен нести разные виды вооружения, в том числе и ядерное. Основная задача, для которой Б-52 разрабатывался – доставить 2 термоядерные бомбы большой мощности до любой точки СССР. Одна из модификаций Б-52, модификация G, является абсолютным рекордсменом по дальности среди боевых самолетов. Это также один из немногих военных самолетов, находящийся на службе непрерывно почти 60 лет. Несмотря на то, что Б-52 разрабатывался в конце 40-х, начале 50-х годов прошлого века, он по-прежнему остается основным самолетом дальней бомбардировочной авиации американских ВВС и будет оставаться таковым как минимум до 2030 года. Первый полет он совершил в 1952 году. На модернизацию самолетов планируется потратить $12 миллиардов. Максимальная скорость 1010 км в час. Тактический радиус 7200 км с максимальным взлетным весом, тогда как у Ту-95 он составляет 6500 км. Всего построено самолетов 744 в 12 модификациях. 71 самолет потерян в авариях и катастрофах. Как видим, друзья, почти 10%. Инцидент с Б-52 в Голдсборо, США. Ночью 24 января 1961 года стратегический бомбардировщик Б-52G Stratofortress в рамках операции Coverall по отработке повышенной боевой готовности стратегических подразделений вооруженных сил США выполнял патрулирование побережья. Над городом Голдсборо в Северной Каролине бомбардировщик должен был дозаправиться в воздухе, но при сближении с танкером командир последнего обнаружил утечку горючего из топливного бака правой консоли крыла. Было принято решение о прекращении дозаправки. Руководитель полетов дал указание командиру Б-52 взять курс к побережью и находиться в воздухе до полного исчерпания запасов горючего. Но вскоре обнаружилось, что потери топлива стремительно увеличились и за 3 минуты составили 17 тонн. Командир получил приказ заходить на посадку на аэродром возле Голдсборо. При снижении самолет начал разрушаться, и экипажу было приказано покинуть падающий бомбардировщик. 5 членов экипажа выжили, 1 погиб при приземлении с парашютом и еще 2 при падении самолета. Они не смогли покинуть Б-52 в воздухе. Термоядерные бомбы отделились от разрушающегося самолета на высотах между 3000 и 610 метров. У одной из бомб раскрылся парашют, и она приземлилась практически неповрежденной. Из рассекреченных в 90-х годах документов стало известно, что помимо срабатывания парашютной системы отключились также 3 из 4 предохранительных устройств, приводя бомбу в боевую готовность. Вторая бомба упала в болото и разрушилась. Обломки ушли в грунт на значительную глубину. При поисковых работах найден ряд деталей, включая тритиевый резервуар и плутониевый заряд первой ступени, но раскопки пришлось прекратить из-за затопления места работ грунтовыми водами. Урановый сердечник и другие детали второй термоядерной ступени остались на дне болота. Инженерные войска США впоследствии выкупили участок радиусом 400 футов вокруг их предполагаемого местонахождения. В 1969 году подготовлен секретный документ относительно данного происшествия. В нем сотрудник Сандийской национальной ядерной лаборатории Паркер Джонс, возглавлявший отдел обеспечения эксплуатационной безопасности ядерного оружия, утверждал, что Америка находилась на грани катастрофы чудовищных масштабов. Мощность каждой из 2 бомб в 260 раз больше, чем у бомбы, сброшенной на Хиросиму. Если бы боевое устройство сдетонировало, под угрозой оказались бы миллионы жителей США. В зоне поражения могли оказаться ряд крупных городов восточного побережья, такие как Вашингтон, Балтимор и Филадельфия. Лишь благодаря последнему из 4 предохранительных механизмов бомбы, низковольтному переключателю, катастрофы удалось избежать.
Авария над Юба-Сити, Калифорния. 14 марта 1961 года на борту стратегического бомбардировщика Б-52Ф произошла внезапная разгерметизация кабины пилотов. Полет выполнялся в рамках операции «Ковералл». Самолет нес две термоядерные бомбы W-39. Для того, чтобы давление воздуха в кабине позволяло экипажу нормально дышать, пилоты были вынуждены снизиться до высоты 10 тысяч футов. Из-за повышенного расхода топлива на малой высоте полета и невозможности произвести дозаправку в воздухе, запасы горючего были исчерпаны задолго до аэродрома. Экипаж экстренно катапультировался. Командир оставался на борту до высоты 4000 футов, уводя машину от населенных районов. Затем самолет с неработающими двигателями упал в 15 милях от города Юба-Сити в Калифорнии. При катапультировании никто из членов экипажа не пострадал. В дорожную аварию попала пожарная команда, выехавшая на место падения самолета. В результате один пожарный погиб и несколько ранены. Термоядерные бомбы были выброшены из обломков самолета при ударе о землю, но защитные устройства бомб предотвратили взрыв и радиоактивного заражения местности не произошло. Катастрофа Б-52 над Дикой горой. 13 января 1964 года бомбардировщик Б-52Д возвращался в Джорджию из Массачусетса после патрулирования в рамках операции «Хромированный купол». Около Мейерсдейла в штате Пенсильвания самолет попал в зону сильной штормовой турбулентности. Потерял вертикальный стабилизатор в результате разрушения конструкции. После потери киля и руля направления бомбардировщик оказался неуправляемым. Пилот приказал экипажу покинуть машину, и самолет потерпел крушение. Неуправляемый самолет разбился неподалеку от Бартона в штате Мэриленд, между горой Элбоу и Большой Дикой горой. Из 5 человек экипажа погибли 3. Перевозимые самолетом 2 термоядерные бомбы были найдены относительно неповрежденными в середине обломков и через 2 дня эвакуированы с места катастрофы. Далее все гораздо трагичнее, друзья. 17 января 1966 года произошла авиакатастрофа над Паламаресом, Андалусия, Испания. Бомбардировщик Б-52G с термоядерным оружием на борту столкнулся с самолетом-топливозаправщиком KC-135 во время дозаправки в воздухе. В результате катастрофы погибли 7 человек и были потеряны 4 термоядерные бомбы. 3 из них приземлились на суше и были найдены сразу. 4-я, упавшая в море лишь после 2-месячных поисков. 2 бомбы, упавшие неподалеку от Паламареса, разрушились, вызвав радиационное заражение местности. Катастрофа привела к серьезному дипломатическому кризису, прекращению полетов американских бомбардировщиков с ядерным оружием над Европой и Средиземноморьем. Однако окончательно такие полеты были прекращены только через 2 года, после еще одной подобной катастрофы над базой Туле в Гренландии. В марте 2009 года журнал Time включил инцидент в список наиболее серьезных ядерных катастроф. Поиск упавших бомб был начат сразу же после катастрофы, и в первые 24 часа были найдены 3 из них. Первая бомба была обнаружена испанскими жандармами примерно в 16:00 первого дня. Парашютная система бомбы сработала, и бомба была практически целой. Вторая была найдена в 9:30 поисковым вертолетом в районе местного кладбища. А через час наземная поисковая группа нашла еще одну. В 2 последних бомбах произошла детонация обычного взрывчатого вещества, что привело их к разрушению и радиоактивному заражению территорий площадью около 2 квадратных километров. 4-я бомба, несмотря на интенсивные поиски, найдена не было. При опросе очевидцев местный рыбак Франциско Ортс заявил, что видел бомбу, спускавшуюся на парашюте в Средиземное море. 22 января было принято решение привлечь к поискам ВМС США. Программу поисковой операции разрабатывала специально созданная техническая группа. 1 марта глубоководный аппарат «Алвин» обнаружил борозду длиной 240 метров и предположительно образовавшуюся от того, что бомбу тащило по дну сильным течением. Аппарату понадобилось еще 2 недели, чтобы исследовать дно, и, наконец, 15 марта, после почти 2-месячных поисков, бомба была обнаружена «Алвином» на глубине почти 800 метров. Первая попытка, предпринятая 26 марта, поднять ее, привязав трос к парашютным стропам, оказалась неудачной. Бомба сорвалась, и ее вновь потеряли. Она была обнаружена вновь 2 апреля. 5 апреля возникла серьезная аварийная ситуация, когда «Алвин» запутался в парашюте, и пилоты аппарата потеряли обзор и не смогли освободиться в течение 15 минут. После этого инцидента для дальнейших работ использовался дистанционно управляемый необитаемый аппарат «Curve». 7 апреля с помощью аппарата удалось прикрепить 2 троса к парашюту, но при попытке завести 3-й трос Curve также запутался и потерял управление.
Попытки освободить его закончились неудачей, и было принято решение поднимать бомбу вместе с аппаратом на 2 тросах. Попытка закончилась успешно, и бомба была поднята на палубу спасательного корабля «Петриль» через 81 день после катастрофы. На следующий день на палубу корабля допустили более 100 журналистов и фотографов, представлявших разные СМИ. По утверждению газеты «Нью Йорк Таймс», это был первый в истории случай публичной демонстрации ядерного оружия. Параллельно с поисками бомбы велись работы по дезактивации района катастрофы. Практически сразу же были начаты радиометрические замеры местности и переговоры с испанскими властями о мерах, необходимых для устранения последствий катастрофы. Наибольшая радиоактивность отмечалась в районе падения 2-й и 3-й бомб, которые были разрушены взрывами. США провели очистку зараженной территории и удовлетворили 536 заявок о компенсации, выплатив $711 тысяч испанцам. Еще $14,5 тысяч было выплачено рыбаку, наблюдавшему падение бомбы в море. Завершает наш хит-парад авиакатастрофа Б-52 над базой Туле в Гренландии. 21 января 1968 года в 9:29 с авиабазы Пласбург, штат Нью-Йорк, на очередное патрулирование по плану Хардхэт вылетел бомбардировщик Б-52G 380-го бомбардировочного крыла стратегической авиации США. Командиром корабля был капитан Джон Хок. На борту помимо 5 штатных членов экипажа находились сменный штурман и запасной пилот майор Альфред Дамарио. Расследование инцидента, проведенное ВВС США, установило, что перед вылетом Дамарио положил на вентиляционное отверстие системы отопления под сиденьем 3 поролоновые обтянутые тканью подушки, а вскоре после вылета еще одну. Полет проходил без происшествий, за исключением дозаправки в воздухе от танкера KC-135, которую пришлось произвести вручную в связи с неполадками автопилота. Примерно через час после заправки командир приказал второму пилоту капитану Леонарду Свитенко смениться для отдыха, а майору Дамарио занять его место. Поскольку в кабине было холодно, Дамарио открыл клапан забора воздуха из воздушного тракта двигателя в систему отопления. Из-за технической неисправности горящий воздух от двигателя при поступлении в систему отопления практически не охлаждался, и вскоре в кабине стало очень жарко, а поролоновые подушки, сложенные под сиденьем, воспламенились. Запахло горящей резиной. Экипаж начал поиски источника запаха, и штурман, дважды осмотрев нижнюю палубу, обнаружил очаг возгорания. Попытки погасить пламя с помощью 2 огнетушителей успехом не увенчались. Командир передал сигнал бедствия и запросил разрешения на экстренную посадку. В течение 5 минут все огнетушители на борту были израсходованы. Электроснабжение отключилось, а кабина заполнилась дымом до такой степени, что пилоты не могли различать показания приборов. Командир корабля, поняв, что посадить машину не удастся, в 15:37 приказал экипажу покинуть самолет. 4 члена экипажа катапультировались, как только Дамарио подтвердил, что самолет находится непосредственно над базой. За ними последовали пилоты сам Хок и Дамарио. Второй пилот Свитенко, оставшийся без катапультного кресла, попытался покинуть машину через нижний люк, но получил смертельную травму головы. Остальные члены экипажа, хотя и выжили, но получили при катапультировании травмы различной степени тяжести. Неуправляемый самолет некоторое время летел в северном направлении, затем развернулся на 180 градусов и в 15:39 рухнул на лед залива Северной Звезды примерно в 11 километрах от взлетно-посадочной полосы базы. Удар вызвал детонацию обычного взрывчатого вещества в запалах всех 4 бомб. И хотя ядерного взрыва не последовало, радиоактивные компоненты оказались разбросаны по большой площади. Воспламенившееся авиационное топливо проплавило лед, и обломки крушения ушли на дно океана. Хок и Дамарио приземлились непосредственно на территории авиабазы и немедленно проинформировали командира базы о том, что на борту потерпевшего крушение Б-52 находились водородные бомбы. Спасателям удалось обнаружить остальных выживших членов экипажа. При падении заполненный до отказа топливом Б-52 взорвался. Вслед за этим сдетонировала обычная взрывчатка, входившая в состав 4 бомб Б-28, имевшихся на борту. Последние разрушились, однако термоядерная реакция, к счастью, не началась. По сути, погибший стратегический бомбардировщик превратился в одну большую грязную бомбу. Обычный взрыв обеспечил лишь распыление радиоактивного вещества по окружающей территории. Обломки самолета были разбросаны по территории длиной почти в 5 километров и шириной 1600 метров. Температура в эпицентре катастрофы была такой, что арктический январский лед был растоплен.
временно образовалась 50-метрового диаметра полынья. Часть обломков погрузилась в море, а окружающая территория была загрязнена авиатопливом и начинкой ядерных бомб – плутонием, ураном, америцием и тритием. Это была серьезная радиационная авария, которая к тому же случилась на территории иностранного государства. Ликвидация ее последствий, а заодно и сбор компонентов ядерного оружия, были организованы немедленно. Проект получил название Crested Ice – «Хохлатый лед». Через несколько дней после случившегося на Туле прибыла ликвидационная команда. В условиях полярной ночи, сильнейших ветров и температур, опускавшихся ниже 60 градусов, они организовали рядом с местом катастрофы базовый лагерь с несколькими сборными домами, где жили участвовавшие в операции специалисты, размещались администрация, столовая и электростанция. Датские власти настояли на том, чтобы на острове не осталось и следа от радиоактивных материалов. Американцы были вынуждены круглосуточно с помощью грейдеров снимать в месте аварии весь верхний слой льда и снега, перемешанный с топливом, плутонием и ураном. Все это помещалось в стальные цистерны, отправляющиеся на кораблях в США для захоронения в могильнике ядерных отходов. В общей сложности в Штаты уехало 6700 кубометров гренландского льда. По оценкам американцев, им удалось вывести около 93% всего распыленного над островом радиоактивного материала. Компоненты бомб и обломки самолета собирались отдельно. Операция Crested Ice продолжалась 8 месяцев и обошлась налогоплательщикам США в $64 миллиона. Помимо дезактивации местности, важнейшей задачей проекта Crested Ice являлось обнаружение находившихся на борту потерпевшего катастрофу бомбардировщика термоядерных боеприпасов и их обломков. В августе 1968 года был организован подводный поиск остатков водородных бомб при помощи обитаемого аппарата Star-3. Настоящие цели операции были засекречены. Инструкция предписывала в обсуждениях с датчанами упоминать об операции как об исследовании океанского дна в месте падения. Целью поиска был урановый сердечник второй ступени одной из бомб. Подводные работы были сопряжены со значительными техническими трудностями и были прерваны досрочно, не принеся существенных результатов. До сих пор точно неизвестно, удалось ли поднять со дна все радиоактивные компоненты. После катастроф над Паломаросом и Туле, в которых конвенциональный взрыв привел к рассеиванию ядерных материалов, исследователи пришли к выводу, что взрывчатое вещество, использованное в конструкции бомб, недостаточно стабильно и не может выдержать условий авиакатастрофы. Также было установлено, что электрические контуры предохранительных устройств недостаточно надежны, и при пожаре существует опасность короткого замыкания. Эти заключения послужили толчком к началу нового этапа исследовательских и конструкторских работ по повышению безопасности ядерного оружия. По официальным данным, Министерства обороны России ни в СССР, ни затем в России за всю историю не произошло ни одной аварии или инцидента с участием авиационного ядерного оружия. Если верить этим данным, все военные инциденты с ядерным оружием в ВВС СССР и России происходили лишь с участием подводных лодок. Но это уже совсем другая история. Друзья, будьте сдержаны в комментариях, проявляйте взаимное уважение, берегите себя на земле, на воде и в небе, и будьте здоровы. Всем добра и до новых встреч на моем канале.